Всем привет! Как вы поняли уже из названия, сегодня мы попробуем разобраться, какой же из поршневых истребителей времен Второй мировой войны самый лучший для полетов на малых высотах. Сравнение наше будет без преувеличений и каких-либо пристрастий к той или иной модели. Все будет объективно-субъективно. Возможно, ваше мнение не будет совпадать с мнением автора. Также вы можете изложить свое видение, как вам на это больше нравится. Можете также дополнить или обновить эти знания. Итак, сегодня у нас сравнение. Ну и я бы сказал, будем начинать. Для доминирования в воздушных боях на малых высотах самолетам требовалось быстрое ускорение, точные характеристики крена и тангажа, а также способность поддерживать энергию во время ближнего динамического боя. Точное управление и отзывчивый двигатель имели решающее значение, а допустимая погрешность была минимальной. Истребители в таких условиях, как правило, делятся на две категории. Энергетические истребители, которые использовали скорость, скороподъемность и инерцию для управления в бою, и угловые истребители, которые полагались на мгновенную скорость разворота, контроль носовой части и гармоничное управление для победы в ближнем бою. Крайние значения были представлены такими самолетами, как массивный П-47 Thunderbolt, почти чисто энергетический истребитель, созданный для атаки и отступления по желанию, и крошечный Як-3, почти идеальный угловой истребитель, чья легкая конструкция и взрывная маневренность делали его таким опасным в воздушных боях. Несколько моделей, в частности Focke-Wulf 190, размывали грань, сочетая исключительную скорость крена и ускорение с достаточной маневренностью, чтобы представлять угрозу для специализированных угловых истребителей. Было бесчисленное множество воздушных боев на малых высотах, от широких равнин Восточного фронта до хаотичного воздушного пространства над Западной Европой. Этот список из 6 лучших истребителей для полетов на малых высотах отдает дань уважения самолетам, которые преуспели в этих напряженных и опасных условиях, машинам, которые могли быстро разгоняться, резко поворачивать без потери энергии и наносить решающий удар, когда время реакции составляло доли секунды. Каждая модель доказала свою эффективность на самых сложных театрах военных действий, и мы будем оценивать их на основе их боевых характеристик. Ну и на 6-м месте у нас North American P-51 Mustang. Истребитель Mustang МК-1 поступил на вооружение королевских ВВС в начале 1942 года. Более чем за год до того, как ВВС США начали использовать этот тип в боевых действиях. Хотя П-51 известен как высокоскоростной истребитель сопровождения, ранние, часто высмеиваемые варианты, оснащенные двигателями Эллисон, также были грозны в воздушных боях на малых высотах. Компактные, быстрые и маневренные, они могли развивать скорость до 607 км в час на высоте 1000 футов или же 305 метров по метрической системе. Их малый вес и эффективная реакция на газ позволяли этим истребителям с двигателем серии В-1710 выполнять быстрые и агрессивные маневры на уровне верхушек деревьев. Самолеты Ellison Mustang обычно оснащались 4, а в некоторых модификациях даже 6 пулеметами Браунинг калибра 50. Относительно небольшое количество самолетов РАФ Mustang
и было даже оборудовано 4 20-миллиметровыми пушками. Хотя расстояние между орудиями было больше, чем на более поздних вариантах, что не идеально для коротких дистанций, характерных для боя на малых высотах, их вооружение считалось эффективным. В ходе испытаний британцы были особенно впечатлены скоростью крена «Мустанга», которая превосходила все испытанные ими современные истребители, а также его дальность полета. Примерно вдвое больше, чем у Спитфайра МК-5 и высокой скоростью пикирования. Высокая скорость крена была особенно ценной, поскольку к концу 1941 года быстро летающий Фокке-Вульф 190 стал серьезной угрозой. Хотя мустанги королевских ВВС в основном использовались для разведывательных и штурмовых задач, они также перехватывали низколетящие истребители и сопровождали штурмовые формирования. В общем сложности все модификации мустангов королевских ВВС одержали 185 воздушных побед. Более поздние модификации П-51B, С или Д с двигателями Мерлин сместили акцент Мустанга на высотное сопровождение. Дополнительное топливо, вооружение и оборудование увеличили вес и удельную нагрузку на крыло, что несколько ухудшило маневренность на малых высотах. Мустанг с двигателем Мерлин были склонны к непреднамеренным штопорам при слишком резких поворотах, что потенциально могло привести к перегрузке планера. Хотя они по-прежнему были быстрыми и впечатляющими на земле, они были менее приспособлены для боя на верхушках деревьев. Однако улучшенные характеристики двигателя Мерлин на малых и средних высотах в сочетании с куполообразным фонарем кабины П-51D обеспечивали пилотам превосходное ускорение, экономию энергии и круговой обзор для боях на малых высотах. На пятом месте у нас Супермарин Spitfire. Наиболее сильным претендентом на звание лучшего Spitfire для полетов на малых высотах был Spitfire МК-9, особенно варианты LF, оснащенные двигателем Merlin 66. Представленный в 1942 году, он отличался превосходной отзывчивостью дроссельной заслонки, ускорением и скороподъемностью на высоте ниже 10 тысяч футов или по метрической системе 3048 метров. Его скорость на уровне моря составляла около 579 до 587 км в час, а на очень малых высотах он достигал почти 595 км в час, что позволяло ему конкурировать с Мессершмиттом БФ-109 версии Г. Густав и также с Фокке-Вульф 190А Антон. Обозначение LF относилось к двигателю, а не к крылу. Многие самолеты сохранили стандартное эпилептическое крыло, в то время как более поздние версии имели укороченные крылья или крылья, установленные в полевых условиях для улучшения скорости крена и маневренности на малых высотах. Низкая удельная нагрузка на крыло и относительно легкий планер МК-9 обеспечивали ему исключительную маневренность, позволяя выполнить крутые повороты, быстрые маневры и точное управление в ближнем бою. Большинство самолетов LF МК-9 использовали крыло Си, вооруженное двумя 20-мм пушками Хиспано и 4 пулеметами Браунинг калибра 303 дюйма, или же в метрической системе 7,79 мм. В то время как более поздние модели получили крыло Э, которое несло две 20-мм пушки Хиспано и 2 пулемета Браунинг калибра 50. Эта огневая мощь оказалась чрезвычайно эффективной во время операции «Ревень». Для тех, кто не знает, это низколетные атаки истребителей и наземные атаки по оккупированной Европе. И во время нормандской кампании 1944 года. Более поздние варианты, такие как МК-14 с двигателем Грифон
предлагали более высокую скорость и превосходные вертикальные характеристики, но были тяжелые и менее приспособлены к ближнему воздушному бою. На практике ЛФМК-9 обеспечивал лучший баланс между скоростью, маневренностью, выносливостью и управляемостью, чем любой другой Spitfire, что делало его наиболее эффективным вариантом для боя на малых высотах. На четвертом месте у нас Republic P-47 Thunderbolt. Истребитель Republic P-47 Thunderbolt был одним из самых больших и мощных истребителей союзников во Второй мировой войне. Хотя он не был изначально предназначен для ближнего боя, его массивный радиальный двигатель, прочная конструкция и мощное ускорение обеспечивали ему исключительную живучесть на малых высотах. Стандартные P-47 могли развивать скорость около 600 км в час на малых высотах и оставались быстрыми и стабильными даже на уровне верхушек деревьев. Его вооружение было грозным. Он был вооружен 8 пулеметами Браунинг калибр 50 мм и мог нести бомбы или ракеты, что делало его смертоносным как в воздушном, так и в наземном бою. Тяжелый фюзеляж поглощал значительные боевые повреждения, позволяя пилотам выживать после попаданий, которые сбили бы более легкие истребители. Среди вариантов Thunderbolt P-47M был самым быстрым серийным образцом. Модернизированные системы и более мощный двигатель R2800 обеспечивали исключительное ускорение и скорость по прямой, достигая максимальной скорости около 761 км в час на высоте. На очень малых высотах, согласно графикам характеристик и современным оценкам, скорость горизонтального полета превышала 676 км в час, что делало его одним из самых быстрых поршневых истребителей, когда-либо использовавшихся на малых высотах. Несмотря на эти впечатляющие характеристики, маневренность P-47M на малых высотах несколько уступала маневренности P-47D, который сам по себе не был особенно и умелым, из-за большого веса и удельной нагрузки на крыло. Оба варианта оказались способны к высокоскоростному бою на малых высотах, но пилоты, как правило, полагались на тактику внезапных атак на высокой скорости, а не на продолжительные воздушные бои. Третьим в нашем списке Messerschmitt Bf-109. В воздушных боях на малых высотах предпочтение отдавалось самолетам с быстрым разгоном, точным управлением, хорошей видимостью и огневой мощью, не снижающей маневренность. В случае Bf-109 эти факторы часто находились в противоречии, поскольку более поздние модификации улучшали характеристики и вооружение за счет управляемости. Максимальная скорость на малых высотах имела решающее значение для разрыва контакта. Bf-109F4, он же Фридрих, достигал примерно 620 км в час на уровне моря, в то время как Bf-109G6, он же Густав, увеличивал эту скорость до 640 км в час в ясную погоду. Более поздняя версия К4, он же Kurfürst, была еще быстрее, но ее преимущество было сложнее использовать в бою на малых высотах. Управляемость и рабочая нагрузка были решающими факторами. F4 был известен своей превосходной согласованностью управления и снисходительным поведением на малых скоростях. G6, он же Густав, казался тяжелее и требовательнее, но не имея подкрыльевых пушечных контейнеров, он по-прежнему предлагал отзывчивое управление, что делало его эффективным в ближнем бою на малых высотах. На практике же Bf-109G6 выполняли большинство боев на малых высотах. Он принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте в 1943 по 1944 год, в частности над Украиной, Южной Россией и Белоруссией. Там он доказал свою универсальность, сочетая хорошую скорость, мощное ускорение и эффективную огневую мощь в реальных боевых условиях. Вторым в нашем списке
Фокке-Вульф 190. В воздушных боях на малых высотах предпочтение отдавалось самолетам с высоким ускорением, предсказуемым управлением, хорошей видимостью для пилота и скорострельной огневой мощью. Для немецких истребителей успех на малых высотах зависел не только от характеристик, но и от того, насколько эффективно эти качества можно было использовать в внезапных хаотичных столкновениях, когда у пилотов было мало времени или высоты, чтобы передохнуть. Максимальная скорость на малых высотах определяла, кто сможет выйти из боя. Фокке-Вульф 190 А8, он же Антон, достигал примерно 650 км в час на уровне моря, в то время как более поздний Фокке-Вульф 190 Д9, он же Дора, около 685 км в час. На бумаге у Доры было явное преимущество, позволяющее ей диктовать условия боя как высокоэнергетическому истребителю. Фактические результаты определялись характеристиками управляемости. А8 отличался превосходной реакцией на крен, стабильными характеристиками стрельбы и неприхотливостью на низких скоростях, что делало его эффективным в ближнем бою с переворотами. Хотя Дора была быстрее и мощнее, но она имела большую рабочую нагрузку и требовала дисциплинированной вертикальной тактики для использования своих преимуществ. На практике Фокке-Вульф 190 А8 вел большую часть боев на малых высотах, особенно над Нормандией, Северной Францией и Восточным фронтом в 1944 году. Хотя Д9 превосходил А8 по мощности, Антон оказался более эффективным в хаотичных условиях ближнего боя, характерных для большинства боев на малых высотах. Ну и неоспоримый фаворит на первом месте — это самолет Лавочкина Ла-7. Советский одноместный истребитель позднего периода Второй мировой войны, оптимизированный для воздушных боев на малых высотах. Вместо того, чтобы отдавать приоритет характеристикам на экстремально больших высотах, его конструкция была сосредоточена на скорости, ускорении и маневренности в воздушном пространстве, где проходили реальные боевые действия. На Восточном фронте большинство воздушных боев происходило на высоте ниже 3048 метров, часто даже на очень малых высотах. На уровне моря Ла-7 мог развивать скорость около 595 км в час, что делало его одним из самых быстрых поршневых истребителей, находившийся на вооружении в период 1944 по 1945 год. Хотя его максимальная скорость увеличивалась до 661 км в час на высоте около 1829 метров, его истинная сила заключалась в полетах у Земли, где немногие из современных противников могли с ним сравниться. Пилоты даже сообщали о скоростях до 719 км в час. Бои на малых высотах были быстрыми, интенсивными и короткими. Скорость сближения с противником, сумма скоростей обоих истребителей, часто превышала 956 км в час, оставляя пилотам всего несколько секунд на реакцию. Типичные дистанции стрельбы были короткими, обычно от 90 до 180 метров, что делало маневренность, ускорение и экономию энергии более важным, чем тяжелое вооружение или огневая мощь на больших дистанциях. Две 20-мм пушки были более чем достаточны. Именно в этих условиях Ла-7 превосходил Фокке-Вульф 190 на малых высотах и в целом был наравне или даже немного превосходил БФ-109 в устойчивых поворотах, при этом выполняя более быстрый крен. Поступив на вооружение в конце лета 1944 года, он был одним из самых эффективных истребителей малых высот последнего года войны. Оснащенный двумя пушками и радиальным двигателем АШ-82ФН, Ла-7 был лучшим вариантом для полетов на малых высотах,
сочетая в себе отличную реакцию на газ, ускорение, маневренность и характеристики крена. Более поздние версии с 3 пушками утрачивали свою маневренность. А на этом, ребятки, у меня на сегодня все. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и интересное. Попрошу вас поддержать это видео лайком. Также можете написать свой комментарий, в чем вы согласны, с чем не согласны. Какая у вас есть информация по этому поводу? Возможно, я рассказал не все и не так подробно о каком-то из истребителей. Также вы можете поддержать этот канал через донат. Линк находится в описании канала и в описании этого видео. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока!